Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 22 февраля, сегодня у нас с вами четверг. Обращаем ваше внимание, сегодня денежный четверг. Обязательно сегодня в этот день проведите одну очень простую, но в то же время действенную и уникальную практику. Эту практику нельзя проводить в любой день недели, но именно 22 февраля 2024 года вы ее можете провести. И вам буквально взять нужно листок бумаги, написать именно эти числа и обязательно сказать одно слово для активации. И, девочки и мальчики, в ближайшее время вы увидите, что в вашей жизни могут появиться деньги, новые возможности, контакты, события, которые помогут вам с деньгами и в тех моментах, которые вас беспокоят на данном этапе в жизни. Давайте разбираться, что на сегодня за день и на что вам стоит сегодня обращать особое внимание. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 22 февраля. Обращаем ваше внимание, у нас с вами последние дни растущей Луны. Люди чувствуют достаточно много энергии, готовы за все браться, делать. И это прекрасно, это чудесно. Кроме того, сегодня достаточно еще и благоприятный день, поэтому сегодня планируйте, делайте, добивайтесь, договаривайтесь, потому что это того будет стоить. То есть именно еще энергетика четверга, оно все вместе, в совокупности будет придавать такой вот, знаете, хороший результат. Даже можно сказать, что можно все умножать на 2, иногда даже и на 4, то есть настолько будет эффективный результат. Обращаем ваше внимание, что сегодня 13 и 14 лунные сутки, и у нас с вами растущая Луна в огненном знаке зодиака Лев. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами Лев, да, это достаточно энергичный знак зодиака, это решимость проявляться будет сегодня. Также этот день нас будет призывать к действию и к проявлению силы. Но в то же время, ввиду того, что у нас с вами растущая Луна в самом своем, как говорится, рассвете, в своем пике, плюс еще в огненном знаке зодиака Лев, то вам нужно понимать и осознавать, что у вас сегодня могут быть определенные опасности, и нужно быть осторожности. Почему? Потому что именно влияние знака зодиака Лев будет приводить некоторых людей к усилению чувства гордыни, каких-то амбиций, авторитарности. Люди могут стать более властными, склонными к конфликтам каким-то, ссорам, скандалам. И обращаем ваше внимание, это касается особенно тех людей, которые являются ведомые. То есть если вы лидер по жизни, если у вас есть свое мнение, если вы умеете договариваться, общаться, говорить, обсуждать, то, знаете, это вас сегодня не коснется. У вас вообще сегодня идеальный день по всем параметрам. Поэтому большая просьба ко многим: контролируйте свои эмоции и избегайте именно конфликтных ситуаций. Кроме того, рост энергии вызывает у нас с вами чрезмерную активность, и в то же время у людей есть недостаток терпения. Это может привести к тому, что люди будут бросаться в какие-то новые проекты без должной подготовки, без терпения. А что это в конечном итоге может приводить? Это может приводить к неудачам и разочарованиям. Поэтому, пожалуйста, если вы сегодня за что-то взялись, сделайте это от начала до конца. Также не спешите, потому что спешка сегодня будет приводить к ошибкам, каким-то недочетам и так далее, и так далее. Этого не стоит делать, особенно если вы являетесь топ-менеджером, если вы являетесь руководителем своего бизнеса или руководителем компании. На это вам стоит обратить внимание. Но для того, чтобы использовать вот позитивную энергию этого дня намного эффективнее, то рекомендую вам сосредоточиться на целях, быть обязательно целеустремленным и уверенным в себе, но при этом оставаться тактичным, терпимым и обходительным в общении с окружающими людьми. Очень важно, чтобы вы сегодня соблюдали баланс между энергией и мудростью, потому что именно вот этот баланс и поможет вам избежать возможных негативных последствий этого дня. Но обращаем ваше внимание, энергетика этого дня достаточно будет такая бурная, яркая, и ваша задача, знаете, удержать это все в балансе, в гармонии. Если вы это сделаете, то для вас день пройдет достаточно вот чудесно.
Что же касательно лунного календаря здоровья, то, как вы уже поняли, сегодня эмоции у некоторых людей могут зашкаливать, и это, соответственно, может отражаться на эмоциональном состоянии человека. Как мы уже сказали, что лев у нас ассоциируется с силой, с энергией, со страстью, и под влиянием знака зодиака лев мы с вами можем чувствовать усиление, знаете, как увеличение жизненных сил. Это будет способствовать активной деятельности, физической активности, но все-таки все нужно быть очень, знаете, все по чуть-чуть. Не стоит максимально все сразу делать. Также сегодня прекрасный день, чтобы заниматься спортом, физическими упражнениями и, возможно, начать активный образ жизни в целом. Иногда это очень сложно, но у каждого этого будет по-своему. Но в то же время энергия вот знака зодиака лев связана с повышенным стрессом, с агрессией, с какой-то неуравновешенностью. Поэтому сегодня уделяйте внимание, особенное внимание эмоций и избегайте ситуаций, которые могут привести вас к конфликтам или каким-то напряженным ситуациям. Кроме того, знак зодиака лев у нас связан с сердечно-сосудистой системой, так как лев управляет сердцем и циркуляцией крови. Поэтому сегодня хороший день для того, чтобы заниматься кардиотренировками или заниматься активными прогулками на свежем воздухе. Это очень важно. Кроме того, старайтесь сегодня есть как можно меньше жирной пищи, потому что очень важно, чтобы сегодня вся пища, которую вы поедаете, она должна усваиваться. Также старайтесь сегодня в этот день употреблять побольше овощей, особенно и фруктов, именно зеленых. Это, например, может быть и салат, это может быть тоже киви, это может быть капуста, это может быть шпинат, все зависит от того, в каком вы регионе проживаете, но сейчас вот старайтесь, чтобы в вашем продуктах питания было много зелени, но не все могут есть, да, петрушку, укроп постоянно, огурцы. То есть старайтесь миксовать, делать какие-то или, возможно, фреши или смузи, кому как удобнее. Главное, поддерживайте сейчас свою иммунку. Это очень важно, потому что мы переходим в тот момент, когда февраль на март, да, и люди такие, как, знаете, сонные такие собачки очень часто бывают, ну, потому что сложно, идет такой, вы знаете, сброс энергии очень сильный, и, соответственно, людям будет сложно. Что же касательно, друзья, лунного календаря денег, то вы знаете, знак зодиака лев добавляет нам сегодня интересные нюансы, которые связаны с денежными аспектами этого дня. Дело в том, что лев ассоциируется у нас с уверенностью, с достоинством, с деньгами. Поэтому очень важно, чтобы вы брали на себя сегодня лидерскую роль, именно человека-лидера, неведомого. И также сегодняшний день благоприятен для предпринимательства, для инвестирования, для управления деньгами. Не бойтесь развиваться, не бойтесь вкладывать. Кроме того, знак зодиака лев у нас с вами с чем еще, друзья, ассоциируется? Ассоциируется с роскошью, с тщеславием, с какими-то излишествами. Поэтому в этот день есть такая вот... Люди могут попасть в такую не очень хорошую ловушку. Это тратить деньги на роскошь или привлекать внимание к себе через какие-то дорогие покупки или потребления. Поэтому сегодня, перед тем, как что-либо покупать, подумайте, стоит ли вам этого делать. Потому что роскошь роскошью, но даже если вы самодостаточный человек и достаточно хорошо зарабатываете, то знаете, что 22 февраля нужно вкладывать именно деньги, инвестировать, то есть приумножать деньги сегодня нужно, а не тратить их. Обратите вот на вот этот маленький нюанс особое внимание. Кроме того, сегодня хороший день для того, чтобы заниматься поиском каких-то дополнительных источников дохода, планированием бюджета, искать новые финансы, цели на будущее. Это очень важно. Ну и, конечно, сохраняйте баланс и ответственность в тех или иных финансовых решениях, чтобы избежать рисков и каких-то непредвиденных расходов. Да, мы понимаем, что близится
праздники, и многие хотят сделать подарочки и так далее, но будьте сегодня рациональны. Вот если у вас есть эта рациональность, вы понимаете, осознаете, как правильно тратить, что вам нужно делать и так далее, то да, знаете, у вас все прекрасно и чудесно. Но если вы где-то не знаете, не понимаете, то лучше подумайте о том, что, возможно, нужно где-то остановиться, где-то нужно поразмыслить, где-то что-то нажать на паузу, как говорится, и уже перенести уже на следующую неделю. Здесь все зависит еще и от вашей интуиции, как говорится, от вашей чуйки. Если вы чувствуете, что что-то не так, отложите и перенесите на следующую неделю. На следующей неделе, друзья, обращаем ваше внимание, у нас уже с вами 24 февраля, у нас с вами полнолуние, ну а далее убывающая луна, поэтому там нужно уже варьировать и смотреть на то, где какие звезды и планеты у нас. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорят карта Таро на этот день, 22 февраля. И выпала, вы знаете, карта Маг. Это карта, которая символизирует, да, у нас сами творческий потенциал, силу воли. И эта карта подсказывает нам, что мы можем воплощать свои, при этом, любые мечты в реальность. Кроме того, эта карта нам напоминает о силе нашего внутреннего «я» и о том, что мы можем владеть всем тем необходимым, вот что действительно нужно нам для жизни. Кроме того, карта Маг нам еще говорит о том, что нам необходимо использовать все наши ресурсы, способности именно сегодня, в этот день, 22 февраля, с мудростью, с терпением, с добротой и любовью, а также гармонией в сердце. Потому что сила и могущество, через вот силу и могущество приходит ответственность за результаты своих действий. Поэтому, пожалуйста, будьте немножко терпимее сегодня, мудрее. И вы видите, и лунный календарь, и карта Таро, они взаимосвязаны. И, казалось бы, как оно может быть? Ну, вот так высшие силы проигрывают и показывают нам, на что нам сегодня стоит с вами обратить внимание, чтобы действительно этот день прошел действительно благополучно, удачно и прекрасно. Кроме того, сегодня день самопознания, саморазвития и достижения новых высот. Старайтесь найти вот те таланты, которые помогут вам в жизни, и стремитесь, конечно же, к своим целям, к тем задачам, которые вы поставили в начале месяца, и вы обязательно достигнете успеха. Помните о том, что вы все можете, не игнорируйте, пожалуйста. Теперь давайте поговорим о совете от Архангела Михаила, что же нам он сегодня говорит, на что нам стоит в этот день обратить внимание. Итак, Архангел Михаил нас призывает сегодня, друзья, к смелости, к решимости и напоминает нам о важности доверия в свои силы и способность преодолевать любые трудности. Также Архангел Михаил призывает нас не бояться выходить за рамки привычного и стремиться к своим целям с уверенностью и с решимостью. Не бойтесь сегодня, да, если вы что-то хотите новое попробовать, увидеть. Никогда не бойтесь, знаете, глаза боятся, а руки делают. И вот сегодня тот день, когда вам нужно вот эти страхи, боязнь убрать, потому что если это есть в вашей жизни, вы боитесь чего-то, вы не знаете как и что, то знаете, это вам мешает и дальше двигаться и развиваться. Помните, пожалуйста, об этом. Кроме того, Архангел Михаил нам и говорит о том, что вы сегодня находитесь под сильной достаточно защитой, но также вы должны и мудро, и терпеливо поступать и совершайте поступки, которые вы совершаете. Если вы что-то не понимаете, если вы что-то не знаете, это не значит, что нужно полностью менять свою жизнь или как-то кардинально менять. Нет, всему, друзья, свое время, поэтому не спешите. И что еще Архангел Михаил говорит нам о том, что вам нужно быть сегодня смелыми, нужно сегодня быть вам решительными, и в вашей жизни обязательно вот проявится все то, что вам действительно важно и нужно. Помните о том, что все в нашей жизни меняется, и сейчас такой период настает, когда у каждого человека может в любой момент что-либо измениться. Поэтому будьте начеку, будьте внимательны и старайтесь стремиться к тем целям, задачам, которые вы поставили. И сегодня тот день, когда вот, знаете, жизнь дает такой вот шанс.
И давайте вернемся к нашей практике. Какую же сегодня практику провести, чтобы действительно открыться вот потоку денег, изобилия, достатка, благополучия и так далее. Вам нужно взять листок бумаги и взять ручку, именно ручку, не карандаш, а именно ручка. Ручка может быть любого цвета, здесь не имеет значения, даже если она будет красного, зеленого, здесь сегодня именно в этот день именно цвет не имеет значения, обратите на это внимание. Итак, что мы делаем? Мы берем листок бумаги и на этом листке бумаги пишем, друзья, следующие циферки: 8, 8, 1, 2, 8, 9, 9. И после того, как вы написали, скажите слово «приумножаю». Давайте мы еще раз повторим эти цифры. 8, 8, 1, 2, 8, 9, 9. И после этого скажите «приумножаю» и положите вот эту бумажку с этими волшебными цифрами в ваш кошелек. И вы увидите, как в ближайшие дни ваша жизнь начнет меняться. Как долго с таким быть листком бумаги? Как только вы увидите, что он у вас начал пачкаться или где-то порвался, в таком случае его нужно сжечь, поблагодарить Вселенную за те мыслимые и немыслимые блага в вашей жизни. Ну и ждать того момента, когда мы вам скажем о том, что когда можно проводить эту практику уже в следующий раз. Друзья, практика вроде как простая, но нужно ее провести именно сегодня, в любое время, 22 февраля, сегодня четверг. Главное делать это с открытым сердцем, с любовью и с гармонией. И тогда в вашей жизни обязательно все получится. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях обязательно напишите: «Я принимаю деньги от Вселенной с удовольствием и с радостью». Это очень важно, именно слово «с удовольствием» и «с радостью», друзья. Ну, а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.